Творожный сыр – это вкусно, подходит для приготовления очень многих вкусных блюд. В магазинах он обычно продается в небольших упаковках, но стоит очень дорого для частых покупок. Всем привет, друзья! Сегодня мы попробуем приготовить творожный сыр за копейки, повторим ролик, который набрал очень много просмотров на YouTube, и посмотрим, так ли это все или нет. Как вы уже поняли, нам понадобится кефир жирностью не менее 2,5%. Я сегодня взял 2 пакета по 400 грамм. Эти 2 пакета мы отправляем в морозильную камеру полностью для заморозки. У меня эти пакеты будут стоять в морозильной камере целую ночь. Итак, после ночи в морозилке кефир превратился в 2 больших куска льда. Дальше я взял глубокую кастрюлю из сита подходящих размеров. Замороженного кефира удаляем полностью все пакеты, а сам кефир замороженный оставляем в таком вот положении на сито и дожидаемся полной разморозки. Самое главное в этой процедуре ни в коем случае ничего не перемешивать. Смотрите, сыворотка будет скапывать вам в кастрюльку. Нужно добиться такого эффекта, чтобы когда она будет скапывать, она не торкалась вашего сита, чтобы все, что осталось в сите, было сухим, без сыворотки. Ну и после того, как все начало растаивать, оно все таяло, таяло и еще таяло, и опять таяло. И так было все очень-очень долго. Примерно около 8 часов все у меня растаивало. Когда растаял полностью весь кефир, осталось вот такое вот небольшое количество в сыте сыра. Я решил его взвесить. Ну а сыворотку я выбрасываю, никуда ее уже применять не будем, так как она полностью хорошо перемерзла. Итак, весы взбиваем на 0 и проверяем, сколько же у нас получилось сыра из 800 грамм кефира. Полностью все, что оставалось в сите, мы переложили в пиалку. Ну и вот такой вот результат у меня получилось. 235 грамм из 800 грамм кефира. Смотрите, все, что получилось, очень хорошо напоминает творожный сыр. Есть одно маленькое но. К этому сыру, что у вас получился в пиалке, нужно добавить какие-то специи. Потому что если не добавлять ничего, получается просто безвкусная, загусшая смесь кефира. А если добавить хотя бы соль и немножко черного молотого перца, будет очень хорошо напоминать творожный сыр. Для приготовления суши, я думаю, этот сыр не подойдет. Ну а вот если сделать какой-то салат или еще что-то, он подойдет очень хорошо и заменит вам творожный сыр. Получается почти такая же порция, как продают в магазинах. 200-250 грамм. Упаковка зависит от производителя. Ну что ж, вот как-то так у меня получился сыр. Думаю, что стоит его приготовить один раз, хотя бы для того, чтобы узнать, стоит вам такое делать или не стоит. Понравится он вам или не понравится. Мне немножко понравился. Ну а если ролик понравился вам, поставьте лайк, посмотрите еще один ролик с очень вкусным блюдом. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!